Хьюстоне, штат Техас, учитель начальной школы Калеб Шефер, как обычно, пришел утром на работу и неожиданно увидел возле дверей в школу худого черного пса. Пес сидел на коврике прямо перед дверью, смотрел на людей и с надеждой вилял хвостом, когда кто-то заходил в помещение или выходил оттуда. Шефер прошел мимо собаки и начал готовиться к уроку, но не мог перестать думать о дрожащем от холода и, вероятно, голодном псе. Он решил вернуться к дверям, но там уже прибыла служба по отлову бродячих животных, видимо, кто-то из руководства школы вызвал ее. Шефер не знал, поймали ли они эту собаку или нет, так как ее нигде не было видно, и снова вернулся в свой класс. Но на следующее утро, когда он пришел на работу, он снова увидел у дверей школы эту же собаку. И собака в этот раз обрадовалась мужчине, явно узнав его, и еще сильнее завиляла хвостом. Он был явно счастлив меня видеть. А когда я подошел к нему ближе, я сразу же увидел, в каком он плохом состоянии. Он был покрыт болячками от кожной болезни, и, наверное, ему это причиняло много страданий. Он постоянно поскуливал и ёрзал. Но Шефер и в этот раз не успел помочь псу. Когда он после уроков вышел, чтобы проверить его, собаки у дверей уже не было. Но угадайте, кто снова ждал его у дверей школы на следующее утро? Снова этот же пес. На этот раз он уже просто подбежал ко мне, приветствуя меня, и тогда я решил действовать быстро. Я вернулся к своей машине на стоянку и позвал пса к себе, приманивая его своим обедом. Когда он приблизился, я просто взял его и уложил на сиденье. У Шефера было мало времени до того, как начнутся уроки, и поэтому он просто отвез собаку к себе домой и оставил там под присмотр жены, попросив ее накормить пса. После работы Шефер вернулся к себе и начал названивать разным приютам, чтобы отвезти собаку к ним. Он не мог долго держать пса, которого он назвал Клайв, у себя в квартире, так как у него уже жила одна собака, а домовладелец запрещал держать 2 собак. Но ни один из приютов почему-то не согласился брать себе собаку, и тогда Шефер сам повез Клайва в ветклинику, чтобы там осмотрели собаку и начали ее лечение. Наконец Шеферу и Клайву по-настоящему повезло, собакой заинтересовался частный приют Lucky Lab Rescue в городе Остин. Шефер очень обрадовался, тем более, что приют за свои деньги перевез Клайва из Хьюстона в их город. В Остине собаку на время взяла к себе пара волонтеров. Под их присмотром пес быстро поправился и просто расцвел. По словам Стефани Брайтон, Клайв – особенная собака, очень любящая и сильно нуждающаяся в обществе людей. Калеб Шефер тем временем говорит, что Клайв надолго останется в его сердце. Он рассказывает непростую историю собаки своим ученикам и надеется, что это будет учить их доброте и заботе к животным.